My name is Richard Heider. You'll hear more from me a little bit later. So right now I start this with the perspective of a parent. My wife is Kyrgyz. We are a binational family. I'm German. So for us, it's important that our children stay mobile. We have 2 children. We want to keep the option open to go back to Germany. So we need an education that is also accepted there. And should we stay long enough for graduation, of course, we want them to have the option to go to international or German universities. So an internationally accepted education is important for us. And raising our kids multilingual. Currently they speak 3 languages. They start a little bit with Kyrgyz, but fluent in Russian, German, and due to school, they are fluent in English. And Ms. Shelley and me, we had a lot of discussions lately because over the last years, the offers in private schools and education in Bishkek has exploded. And it's confusing. Some schools are very solid, giving good offers. Others just pretend to be international. And we work in education, we know what to look for, but we understood also from talks with parents, it's confusing. So we decided we are going to make this seminar. And we are not making a sales pitch. Of course, we talk about us, and of course, we think that we are good. But a lot of the information is general, there to help you what you should look at when you compare schools. So that you're not blinded by nice sales brochures and get a good feeling of what is important for the decision where to send your children. Please. Дорогие гости, добро пожаловать. Сегодня для нас особенный день, потому что сегодня мы впервые, наверное, в истории нашего города организовываем такой семинар, который не является с точки зрения коммерческой мероприятием, которое имеет целью продать наш продукт. Хотя, конечно, мы будем говорить о себе, как и о школе. Но прежде всего, наша цель сегодня рассказать, как выбрать достойную школу, как не ошибиться и как разобраться во всем том многообразии. Потому что в последнее время у нас в Бишкеке, в Кыргызстане, в нашей стране возникает множество новых учебных заведений, которые работают под различными брендами, утверждают, что они соблюдают все международные стандарты, имеют все нужные документы и аккредитацию. Так ли это? Как разобраться? Потому что если вы заинтересованы отдать ребенка в сферу международного образования, очень сложно сделать верный выбор. И нужно знать определенные критерии. И сегодня мы говорим как с точки зрения родителей, потому что, позвольте мне представить, это Ричард Хайдер. Он здесь нашел свою судьбу, у него супруга кыргызка, дети их разговаривают на 3 языках, и они впоследствии планируют продолжить обучение за рубежом. Поэтому для него это был серьезный выбор, как выбрать школу и как дать детям достойное образование, чтобы они не забывали свои родные языки, чтобы у них была возможность и платформа продолжить обучение за границей. И вот этот был наш самый ключевой момент. Мы, конечно, будем говорить о нашей школе, но только в качестве примера. И наша задача дать вам те советы, которые вы не найдете в интернете или где-то в открытых источниках, потому что они все базируются на личном опыте. И, например, вот опыт Ричарда, какими он руководствовался факторами при выборе школы, как он планировал будущее для своих детей. То есть это наш личный опыт, и в этот раз вот решили мы организовать серию семинаров вместе с директором школы Шелли Гуптой и Ричард Хайдер, он заведует отделом технологий и коммуникаций. So, let's get right into it. I'd like to introduce our director of the Silk Road International School, Ms. Shelley Gupta, and И позвольте представить директора нашей школы Шелли Гупта. It's unquestionably vital that our children should have an excellent home life, but also a very happy and healthy school life. And for us as a parent, I mean, I will talk as a parent more than an educator in the first half of my speech. It's that for us as a parent,
our children should be identified in their schools as individuals who have emotions and ideas and feelings. And they are not in the school only to be a good student, but also to be good friends, to become responsible citizen. So yes, I want my child to have a good classroom experience where he has set benchmarks that he needs to attain, but also that the school environment should value him as a person and and give him the respect that he demands in terms of being an individual with his own perspective. Now there are lots of international schools over the it's been very difficult for us as a parent to choose the school that our child wants to go to. In last 5 years, like Richard mentioned, especially last 5 and 6 years, there are 6 to 7 new private schools or international schools comes up every academic year, at the beginning of every academic year. Yes, Olga, I always get it. Мишаня никогда не дает мне шанса ее прервать. То, что касается учебной жизни и школьной жизни ребенка. Каждый ребенок заслуживает достойной жизни дома и достойного учебного заведения, потому что это очень важно. И для развития академических навыков, когда он видит четкие ориентиры, когда он следует им, когда он преследует какие-то амбициозные цели, чтобы достичь чего-то в карьере. Также ему должно быть комфортно и удобно дома. Школа – это самый важный элемент, потому что она создает необходимое пространство для развития и академических навыков, и психоэмоциональных навыков, когда ребенок приобретает необходимые социальные, когда он развивается социально, когда он развивается как личность. И сегодня мы говорим с точки зрения родителей, так же, как и у Ричарда, у Шелли тоже сын учился в школе, и это был уже опыт 12-летний пройденный. И в последнее время, особенно в последние 5 лет, очень много появляется школ. Это то, на что вы остановились. See, like I said, it's been like since last 5-6 years, we hear every new academic year there are 6 to 7 new private schools with amazing fancy names and interesting promises that they make for the parents, and that actually makes it very challenging for us as a parent to perceive the right to choose the best school for our child, because there are so many schools in the market. And I have been an administrator, a policy maker, and a teacher over the last 20 years in an international school setting in 3 different schools in Bishkek. A parent only for the last 18 years. And being a parent actually has made me has given me a deeper understanding of what parents actually expect or care for in terms of education and how do they communicate. So the professional development that I've received from being a parent about what parents want has not been mentioned in any teaching certificate that I've had or international teaching certificate that I went for, I think. То, что касается выбора международной школы. Очень часто школа оперирует громкими именами, брендами. Это задача родителей не растеряться, потому что вы можете быть привлечены всеми этими названиями. И последние 20 лет я занимала руководящие должности, я работала в 3 международных школах в городе Бишкек. Но самый главный опыт, который я приобрела, это за те 18 лет, когда я воспитываю своего ребенка и стараюсь дать ему лучшее образование. Потому что именно это лучший опыт. И только пройдя сквозь него, можно получить те навыки и те знания, которыми мы хотим сегодня поделиться. See, there's nothing more upsetting for a parent than their hurting child or a sad child. And this is when we hear loud or upset parent. And when I hear the loud voices, I don't hear the anger, I actually hear the hurt and the anxiety that they have because their child is hurting. So this has really changed my perspective as an administrator especially. So, there have been many parents who have shared their experiences or problems with unmet expectations from different international schools or private schools their kids go to. See, I'm not saying that we should not have many schools. Yes, it will be good if we have good schools in Bishkek. No school can cater to everyone. It's good to have healthy competition, and which actually motivates every school to work harder and provide quality education. But then, for example, recently I met a parent
actually very educated parent whose child studied for 12 years in one of the most prestigious, the most expensive, and one of the oldest international school in Bishkek for 12 years. And he applied for higher education to UK. Only then they realized that their 12th year is not recognized by UK universities. Why, they came to know this only then, and the parents were really frustrated. They said, you know, Shelley, we lost a year of our child life because he had to do the foundation year, which is required after 11th year of education. So the parents were really upset. They said, you know, we lost a year from our child's life and over $20,000 of money. That's a good amount of cash. So when you hear these experiences, then on the other hand, there are new fancy schools or many schools making false promises, and the parents do not have the knowledge to go through this with this. Нет ничего более болезненного для родителя, когда его ребенок обижен, когда его ребенок расстроен, когда он переживает, когда что-то не устраивает. Поэтому, когда мы разговариваем с родителями, и уже будучи сами родителями, мы не видим злости, когда к нам обращается расстроенный родитель. Мы видим только беспокойство и переживание за то, как ребенку будет в школе, как он будет учиться в школе. И поэтому со стороны родителей, конечно, есть объективные причины проявлять недовольство, и зачастую это обоснованные причины. Хотя вот эта жесткая конкуренция, та конкуренция, с которой сейчас мы все сталкиваемся в сфере образования, она не гарантирует достойного результата. И вот пример из жизни, потому что недавно я встречалась с родителями ребенка, который проучился 12 лет, полных 12 лет в одной из самых престижных и одной из самых дорогих школ Бишкека, и решил поступать в Лондон, в Великобританию. И только при поступлении выяснилось, что его 12-летнее образование не гарантирует поступление на общих основаниях без сдачи международных экзаменов. И выяснилось только при поступлении, что им нужно опять проучиться год адаптационный, когда дети изучают только английский язык и доказывают свою способность к обучению. И это стоило потери $20 тысяч. И это была не то, что ошибка родителей. Возможно, это они не задавали верные вопросы. Возможно, школа их не проинформировала. I would like to add what Olga is saying. See, it's actually, whose fault is this? Is it the school fault? In the school's defense, the parents did not ask the right question. We assumed that the child will go to US, will go to the US. And in parents' defense, they did not know what questions to be asked. They are not educational experts. They rely on the school expertise to give them the full information. So there are two different kinds of schools. You know, there are schools which call themselves expert, and they do have a good sound education system. But then here the parents don't know what to expect and what to ask. And then on the other side, there are schools who have lots of promises, but nothing to give. That's why we are here to provide you. It's like Richard said, it's not a sales pitch. It is just to make you aware what to look for. And which is your right to perceive this right, you need information. И вот еще раз, то, что касается ошибки, чья это была ошибка? Родители, которые не задавали вопросы, или школа, которая не объяснила, что та программа, по которой они проводят обучение, не соответствует стандарту международному или не соответствует стандарту Великобритании. Возможно, это было обоюдное. И поэтому сейчас наша цель предостеречь вас от этих ошибок и предостеречь вас от возможных, чтобы вы не слишком легко верили обещаниям, которые дает школа, и всегда проверяли и старались узнать как можно больше. Okay, there are different educational choices in Bishkek. Like, let's go through them one by one. I won't go into details because in the second half of the seminar you'll hear the specialists who are actually teaching in different departments. So I'll just let you be aware of what choices do we have in Bishkek in terms of international education. И то, что касается непосредственно выбора школ, мы немного подробнее расскажем о тех программах, которые предлагают школы, и конкретно уже о деталях программы обучения расскажут специалисты позже, во второй части семинара. International accreditation. Now, what is accreditation? Accreditation is a verification that the school is has the established quality standard and is competent to provide the accredited curriculum to its students.
И первое, то, что вы должны знать, имеет ли школа аккредитацию. Что такое аккредитация? Это подтвержденное документальное право школы осуществлять учебный процесс в соответствии с программами, предоставленными извне, предоставленными лицом, которое проводит аккредитацию. То есть у них должна быть поддержка техническая, поддержка документальная, и все это должно быть документально верифицировано. Yeah, it does not really teach the teachers how to teach the program. Yes, it provides the support if the teachers will go for it. It does not tell you who to hire. It does not tell you it does not, actually, yes, when the accreditation is achieved, there is a team that comes to the school and check the school and check the documents and see if the school is competent enough to provide the, the curriculum that they aim, that they are giving us votes for. But then it does not really test every single staff in the school. So yes, it provides us a aim and direction, what we need to go for, but then there are many schools in Bishkek which calls themselves international without actually an international accreditation. Это не значит, что данная организация или данное учебное заведение будет нанимать учителей, будет устраивать тренинги, будет следить за процессом обучения. Нет. Это значит, что они просто предоставляют документацию, предоставляют учебные программы, и это уже полная ответственность школы, кого нанимать, соответственно, с требованиями, конечно, как учить, как распределять часы, как строить учебный план. Это будет полностью на ответственности школы. И нужно помнить, что некоторые школы здесь у нас в Бишкеке, они заявляют о себе как о международных, при этом они не имеют международной аккредитации. Это еще есть такой вот подводный камень. Now, the first most popular accreditation that we have in Kyrgyzstan is CIE, Cambridge Assessment, International Assessment Examination. Now, why I say it's most popular? Because there's 6 schools in Kyrgyzstan which offer Cambridge program, 2 in Osh, 2 in the city Osh, and 4 in Bishkek itself. There are 3 schools which offer complete Cambridge program from primary to high school. There are 2 which offer only Cambridge high school program. Now, what does this mean? This means that we have a choice of 4 schools which offer Cambridge program. Cambridge International Assessment is actually one of the oldest, one of the international curriculum that is widely accepted worldwide. There are over 12,000 Cambridge schools in 160 different countries taught all over the continents, different continents. And it is accepted, although the origin of Cambridge, as its name says, is from UK, but then it's accepted worldwide. И самая известная и самая популярная учебная программа предоставляется Кембриджским университетом. Она называется «Международные квалификации и международные экзамены», которые дают право на получение аттестата зрелости по окончании курса и при успешном сдаче экзамена. Почему мы говорим, она самая популярная? Потому что у нас в Кыргызстане 6 школ работают по аккредитации Кембриджа, 2 в Аше и 4 в Бишкеке. Некоторые школы предоставляют полный комплект образовательных услуг, начиная с детского садика и заканчивая 12 классом. Некоторые школы предоставляют только эти программы в старших классах. Но это является самой популярной и во всем мире, потому что в 120 странах работает эта программа, успешно работает, и она одна из старейших, и эти дипломы признаны во всем мире. The next program is IB, that is International Baccalaureate Program. It is one of the most modern, most contemporary program. It's actually widely spreading all over the world, also accepted all over the world. There are only 2 schools in Kyrgyzstan which have IB accreditation, but there's actually only 1 which practice it. So the other school has not practiced it. They've never had a student who actually, because they don't. The second school only has IB diploma program, which no students have sat for so far. So it's only 1 school which is actually practicing it. Еще одна международная программа, по которой тоже возможно обучение по международным стандартам, которая предоставляет также аттестат зрелости, это международный бакалавриат.
Две школы обладают аккредитацией в Кыргызстане, но одна школа не использует, потому что дети не подают заявку на участие в этой программе, на обучение по этой программе. И вторая школа, да, она использует для получения дипломов, но не каждый, очень ограниченное число учеников подают заявку, потому что, несмотря на то, что это современное, тоже востребованное по всему миру, есть определенные нюансы, и в этом отношении программа не всегда удобна и не всегда она легка для усвоения. The next is AP. This is not a school curriculum. It actually provides college credits for high school students. This is the origin and its practice in the United States, and there are two schools who have AP test centers, or they are affiliated to give AP exam. Again, it's not a curriculum, it just gives college credits. So there is only one school which actually practice it. But again, let me tell you, when we say that these schools have these international curriculum, then you as an informed parent, make sure when you visit these schools and you ask how many students actually take the exams. So like I said, there are schools with these accreditation, but not everyone in high school take these exams, because not everyone has the knowledge or qualifies for these exams, because you need to have strong foundation. These are international curriculums. Программа AP. Родина этой программы — Соединенные Штаты Америки. И по сути это не учебная программа для всех возрастов. Она рассчитана только на старшие классы, а именно только на последний 12 класс. И это программа для старшей школы, когда дети учатся уже по программе либо колледжа, либо университета. И университет при поступлении засчитывает им эти результаты. По сути, не экономят год. Она очень сложна для усвоения и возможно только для учащихся 12 классов. В нашей стране только две школы имеют аккредитацию AP, но она не настолько востребована, потому что не каждый может пройти подготовку и сдать экзамены успешно. Поэтому вот еще один подводный камень, на который вы должны обратить внимание. Когда вы приходите в школу, и школа говорит: у нас есть аккредитация такая-то, такая-то, такая-то. Спросите, а сколько учащихся зарегистрированы для участия в этой программе? Сколько учащихся готовы сдать экзамен? Потому что аккредитация может быть, но она может просто лежать мертвым грузом и не работать. Она может просто быть для привлечения возможных потенциальных клиентов. На самом деле, может быть, даже никто и не рискует учиться по этой программе. Таким образом, Кембридж и IB – это программы для всей школы, которые покрывают учебные потребности детей от 3 лет и до 12 класса. AP – это программа только для старших классов, старшей школы. И эта программа очень сложна для усвоения, поэтому не каждый может ее просто, грубо говоря, потянуть. See, the next is the regular Kyrgyz and Russian private schools. They teach English as one of the main subjects, and there are new streams of school which has come up in the last few years. You know, French school, English school, German school, Russian school. Again, it's our duty as a parent to go and find out what links do they have, what kind of French curriculum are they teaching, or the German curriculum that are they teaching, or they have a set curriculum, or they are floating between Kyrgyz attestatia and a curriculum that they think that they are giving. So it's very important as a responsible parent, we check the curriculum that the school is following and what do they really have a set curriculum or not. И еще один тренд, который появился достаточно недавно, это школы с кыргызским или русским языком обучения, которые балансируют между местной программой и имеют в планах выдать диплом местного образца выпускникам и авторскими программами. Таких школ сейчас очень много, они могут называться французская школа, испанская школа, английская школа, но в любом случае они не имеют аккредитации международной, поэтому их программа является авторской. Это тоже определенный момент, на который вы должны обратить внимание, потому что как результат диплом может быть выдан только местного образца, образца Кыргызской республики. Yes, Richard, can we move to the new slide? Fancy names.
recently I've come across, we have these Harvard, I don't want to specify or specifically take names of certain schools, MIT, Yale, or Stanford, you can name your school whatever you want. But we as informed parents, it's our duty to go and check, do they have the copyright? What connection do they have with the school that they are claiming to have taken the name for? Or it's like Kentucky Fried Chicken and Kyrgyz Fried Chicken, the same name stand for both, the abbreviation stand for both the companies. И это момент маркетинга. Часто мы видим яркие логотипы, громкие имена, и зачастую это просто неавторизованное использование логотипов и брендов. Может быть, хозяева этих брендов даже понятия не имеют, что этот логотип используется здесь, и просто благодаря аббревиатуре, которая совпадает с аббревиатурой того или иного учебного заведения, они могут назвать себя каким-то очень громким именем. Мы не хотим использовать никакие сейчас имена, но все видели, все понимают, и поэтому убедитесь, что они используют данное имя, данный бренд осознанно, и есть определенные моменты авторского права, то есть они не нарушают закон, у них есть определенные связи, они аффилированы с данной организацией. Now the other set criteria is fortress school and community school. Now what are community school, what are fortress school? I'll go very precise. Community schools are where they have open door policy for parents. Parents have direct influence on their child education. They're always welcome. Their opinion matters the most. There is less bureaucracy, and they are welcomed even if they have positive or negative constructive criticism about the school. So they have usually open door policy, and there are a lot of programs that involves parents in their child learning. Now fortress schools, these are run by a team of professionals who say just give your child and forget about the rest. We'll take care of your kid. He will be with us from morning to evening. There will be set information time when we let you know what's happening in the school. But then these are for the parents who are busy and who have no time to take part in their child education, and they think that for us it's best is to just give your child in one of the most expensive school and forget about your kid. Let them take over. So there are two different options. Again, in Bishkek we don't have as many fortress schools, but there are few if you recognize them. Первый момент мы уже прошли, это аккредитация, и либо она есть, либо она нет, она может быть трех видов у нас здесь. Как мы упомянули, второй момент – это сам тип школ. Существует два типа международных школ. Это либо школа традиционного уклада, когда вы приводите своего ребенка туда и отдаете его на полный день, и школа несет полную ответственность, и школа достаточно закрыта в плане своей политики, своих задач, своих концепций, то есть родители не принимают участие активное в жизни школы. Ребенок там находится, и школа несет полную ответственность за формирование его характера и личности. Второй тип – это общинная школа по типу, этот тип очень распространен в Великобритании, открытого типа, когда родители имеют доступ в любое время к администрации, когда они могут попросить о беседе индивидуальной с родителями, с учителями, когда они могут принять участие в общественных мероприятиях, когда они могут влиять на политику школы, когда школа полностью открыта для участия родителей в образовательном процессе, конечно, учитывая некоторые моменты. То есть два типа школы, либо она закрыта, и ребенок полностью находится, и школа несет полную ответственность, и родители не всегда могут принять участие, либо абсолютно открыта для коммуникации учебное заведение. So the next is large school and small school. Now Bishkek large is over 500. Bishkek small is less than 500, or sometimes even 100 or 200. Now there are advantages and its own pros and cons of going to a large school and small school. Small school, it's one-to-one attention, more friendly atmosphere, good for children who are introvert and shy and would want to have closer relationship with the teachers. Usually teacher-student ratio is reasonable or even far better than large schools. And again, parents have direct influence on their child's learning because smaller community, more leadership quality, more friendship. For large school, larger infrastructure, probably more extracurricular activities. If it's an established school, then they have more
more contact or more reasonable approach to the postgraduate, high school education, and in different curriculum. So large school has, you know, larger infrastructure, but then less one-to-one attention, teacher-student attention. So they have its own pros and cons. Again, it depends upon what kind of child do you have. Еще один такой аспект. Маленькая школа или большая. Возможно, не каждый задумывается, но у каждого типа школы есть свои плюсы и минусы. Маленькая школа идеально подходит для детей, у которых сложности с общением, которым тяжело наладить контакт, потому что если у них характер ближе к интроверту, им будет проще адаптироваться и найти себя в маленьком сообществе. Маленькая школа всегда подразумевает то, что ребенок получает максимум внимания, то, что родители всегда будут осведомлены, что происходит детально, потому что внимание идет каждому ребенку, и соотношение между числом учителей и учеников всегда в пользу ребенка. Он всегда, потому что достаточное число учителей и число детей меньше, и все внимание будет идти на ребенка, который в этом нуждается. В Бишкеке маленькая школа считается та школа с числом учащихся ниже 400. Это уже подразумевает, что школа недостаточно велика. Большие школы, другие возможности. Это развитая инфраструктура, больше возможностей для внеклассных занятий, будет, несомненно, больше предложен выбор кружковых занятий. То, что касается подготовки к университету, будет больше конкуренции, будет больше мотивации. Но ребенок не будет получать достаточно внимания, и в классе будет определенные звезды, определенные любимчики, остальные дети будут оставаться всегда в тени. Эта школа, конечно, имеет свои преимущества, и когда выбираете школу, нужно учитывать тип личности ребенка. В Бишкеке считаются большими школами, частные школы с числом детей от 500 человек. Now there's the next important factors don't go by the looks of the popularity. Somebody's best cannot be your child's best. Again, every child is special. Every child has its own personality, has its own vulnerabilities or intensities. So your child is special. You need to find your child's best. So I would say do a thorough research, and if you know what you're doing, then actually you're enjoying. This process can be quite enjoyable. И еще одна рекомендация: не соблазняйтесь популярностью школы или инфраструктурой или красивым зданием, потому что не всегда это важно. Вы лучше знаете своего ребенка, вы лучше знаете его характер. Обратите внимание на то, что он хочет, что ему не хватает, какие у него потребности, потому что не всегда красивое здание и популярность среди других родителей означает, что то же самое подойдет вашему ребенку. Next is leadership school philosophy. Now, every school should have a shared vision and mission or ethos that they see where they're taking their children together as a team. Sometimes, now as I've visited many schools in Bishkek, everyone has a mission statement, a vision statement, but even if you ask the teacher or the leadership team, nobody's aware of it. So yes, it's very good in the pamphlet, but then our teachers, or do they actually share it? Do they actually follow it? So it's our duty to check the pamphlet is the same as what is practiced in the school. И сейчас очень популярно, кстати, вот то, что касается первого внешнего впечатления и вот этих базовых моментов документации, это все уже пройденный этап, и вы, например, выбрали школу, и вы видите, что на сайте или в буклете, или где-то еще указано, что у школы такая-то концепция, такая-то задача, у школы есть принципы обучения, они прописаны, они очень интересны, они вызывают восторг, вам нравится, но есть один момент. Сейчас это популярно, прописано везде и везде указано, но очень часто сам персонал школы или штат учителей, они зачастую не осведомлены, каких принципов и концепций придерживается школа. То есть, по сути, иногда это просто прописано на бумаге, и сама школа живет отдельной жизнью. А то, что касается прописанных утверждений, зачастую они не совпадают с реальностью. Задайте вопрос, он очень может многое рассказать о состоянии школы, насколько налажена коммуникация между административным составом и учителями. На самом деле ли они знают о том, в каком направлении должна школа двигаться. The next is leadership team. Again, leading with positivity and with a good qualified team actually creates the space of learning.
It's very important that the leaders are teaching as well. If they do not know they don't have classroom experience, then it's useless because they won't know the real problems inside the classroom. It's also good to see, do they interact with the students on day-to-day basis instead of sitting in the office for the whole day, and do they have the shared vision? That's very important. Момент, когда вы уже посещаете школу, вы знакомитесь, конечно, с командой администрации. И здесь такое наблюдение, вам может оно помочь. Насколько сами лидеры школы, насколько администрация школы взаимодействует непосредственно с учениками. Потому что именно администрация создает то комфортное пространство для обучения. И если они сами не вовлечены в учебный процесс, это, по сути, бесполезная функция. Они не знают, чего хотят дети, не знают, чего требуется от них, как от руководителей процесса обучения. И даже наблюдая, вы можете увидеть, контактируют ли они с детьми, налажен ли у них контакт, знают ли они детей, знают ли они состав класса. Потому что зачастую вот эта вот связь, она просто не существует. Now teachers, it's very important, how do the teacher relate to your child or to other children? The student-teacher ratio is reasonable, the teachers are qualified and knowledgeable to understand that every child has its own learning and thinking differences, and does she recognize it? It's very important that the discipline and the behavior, there is a policy for that and teachers follow it, and of course they're pleasant to talk to. Персонал школы – это не только учителя, это и другие люди, но учителя – это самое важнейшее звено, и вам нужно обратить внимание, насколько они квалифицированы, насколько они умеют наладить контакт с ребенком, потому что учитель – это именно тот, который будет непосредственно взаимодействовать с вашим ребенком. И очень важно, чтобы у них были навыки межкультурного общения и межсоциального общения, и все необходимые квалификации. Конечно же, это все в руках и администрации, и учителей. Это очень такой сугубо профессиональный момент. На это тоже стоит обратить внимание, насколько они профессионально подготовлены. Very important part, is it a happy school? The school can have the best of furniture or the building or good-looking teachers, but does the school have spirit of a happy school? And I think the best time to check is when you're visiting, making these open house or visit. Go at the beginning of the day or at the end of the day or during breaks, because that gives you the spirit of the school, whether it is conducive for a healthy learning environment. И важный момент, он важен для вашего эмоционального восприятия школы. Насколько атмосфера школы счастливая, комфортная и благожелательная. Да, вы видите, что преподаватели прекрасны, здание изумительное, но дети, возможно, ходят с грустными, унылыми лицами, может быть, они не чувствуют себя комфортно. Все эти мелочи и нюансы, они очень много говорят об атмосфере школы. Насколько администрация и учителя способны создать благожелательную атмосферу непосредственно для ребенка. See, a very important factor is, does the school have a policy for sick children? Do they have a trained, qualified pediatrician or a doctor as staff, and also a good support system in terms of psychologists with experience? They're not outsourcing every child they think needs attention. So it's very important that the school has these two major. Важный момент. Есть ли в штате врач и психолог? Они не должны быть приходящими, они должны всегда находиться с детьми. Это очень важный момент, потому что квалифицированный врач, он всегда способен помочь ребенку с определенными проблемами по здоровью. Могут быть разные нюансы, и врач всегда должен находиться в школе так же, как и психолог. See, the security of the school, I think it's also one of the vital factors, because the school you should have the assurance that your child will not be taken out from the school campus, or he cannot walk out of the school campus. The school is in the safer, secure ground and in the safe neighborhood. И важный момент, когда вы выбираете школу, обратите внимание, в каком районе школа находится. Вы должны быть уверены, что ребенок не покинет территорию школы во время уроков, что без вас, без вашего разрешения или без вашего присутствия никто не заберет посторонний из учебного заведения, потому что и учителя, и школьный персонал должны нести ответственность полностью за ребенка. Эти моменты тоже обговариваются и тоже играют очень важную роль.
Extracurricular activities, again, we need to check whether the extracurricular activities or the club activities are provided based on what your child wants to do after school activities. Do they have the right clubs? Немаловажный момент. Помимо академических предметов, по стандартам международных школа должна предоставлять возможность развивать и творческие навыки. Поэтому школа должен быть перечень кружковых занятий, занятий по интересам. И также нужно уделять большое внимание физической культуре. Поэтому такие моменты тоже играют большую роль. Yes. See, children are born inherently creative. Schools systematically squanders their creativity, sometimes pretty ruthlessly. Yes, academics and sports are important, but they're as important as real life skills that the children require to sustain, through the whole life, such as, team building, creative thinking, problem solving, character traits such as passion for doing each task, perseverance, creativity. These are essential real life skills, and no schools provide complete education with only academics. И, как уже вы говорили, школа не только для получения специальных знаний по предметам. Сейчас знает Google все, но чему не может никто научить, кроме как учителей, кроме как находясь в обществе, так это развитие психоэмоциональных навыков, чтобы ребенок вырос полноценной личностью. Поэтому школа должна создавать пространство для этого. И это не только точные науки или обязательные предметы. Должна быть возможность для ребенка раскрыться как творческой личности. А для этого школа обязана предоставлять платформу. Now, I know this statement seems stupid. I'm not allowed to say this word, but I would say that 100% of our successful students are successful. А теперь непосредственно те моменты, на которые очень часто ловят родители. Когда вы приходите в школу и вам говорят, все наши отличники, самые отличные отличники в мире, и они все показывают прекрасные результаты, тесты просто замечательные. Вот такая фраза, она бессмысленна. Когда говорят, что 100% у нас есть результат. Now, 100% of our students pass the external exam, but then in most of the schools, the external exams are done by selective students who qualify, so who have the aptitude or the knowledge to take the external exam. So it's not for everyone. These are for already successful or selective students. So when we say 100%, always ask the number. Такой момент. Школа обычно может вам говорить, что у нас настолько высокий уровень образования, настолько наши учителя квалифицированы, что 100% наших выпускников успешно сдают экзамены международного образца, то есть уже по международной программе. В этом случае вы должны спросить, а сколько из класса детей сдавали экзамены международного образца, потому что в классе может быть 18 человек, 20 человек, и из них могут выбираться только лучшие, те, которые способны сдать экзамен. И да, эти 3 человека, эти 3 ученика, они успешно сдадут экзамен. Так что это не ложь в чистом виде, но это полуправда. Поэтому, когда вам говорят, что наши результаты 100% или очень хорошие, вы можете спросить, а сколько из класса человек были записаны на сдачу международного экзамена? The next is child perspective. Again, when you're looking for school, I won't go into details because all the academic heads will speak about their own professions here. Now, the school offers a supportive environment. The teachers are qualified and pleasant to talk to. I've said already, general education goes along with the special education, and the differences are celebrated, not reprimanded for. И с точки зрения ребенка, что нужно ребенку? Конечно, ему нужно внимание и индивидуальный подход. Детально мы сейчас это не будем оговаривать, потому что мы подготовили памятку для родителей, подробную по всем пунктам, те, которые вы должны отметить у себя, подходит или нет. И тем более у нас еще будут другие спикеры, которые будут говорить детально. Прежде всего, это индивидуальный подход, комфортная обстановка и квалифицированный и понимающий учитель. And what are parents looking for? Parents' perspective is is it near my home? Is it easily commutable? Is it safe?
Am I welcomed? Am I well informed? Can I volunteer in my child's school and be actively involved? I think this is what И также подробно то, что касается точки зрения родителей, что родитель хочет, чтобы школа была рядом, чтобы она была безопасной, чтобы она предоставляла достойный уровень образования, чтобы ребенку было комфортно в школе, чтобы меня хотели видеть в школе, чтобы я не был человеком, у которого нет контакта с администрацией или с учителем. Также все эти пункты указаны в памятке, вы можете также по ним подробно пройти. The next is academic skills. Again, it's one of the most important factors here. It's very important that the reasonable amount of homework is given by schools, or the school has good standardized exams result. Do they have high expectation from each and every kid? Do they pay attention to differentiation and learning as well? И то, что касается академических навыков, также это указано в памятке. Главное, на что стоит обратить внимание, это объем домашнего задания. Соответствует ли он вообще стандартам и требованиям? Успешно ли сдают дети экзамены или успешно ли не проходят срезы знаний? Достаточно ли полноценна программа, не урезана ли она? See, soft skills, it's a I won't go into details. I've talked a lot about creative skills and others, but then it's responsibility of every educator to give their children confidence, hope, undevotional love, unwavering belief in their potential. So if the child has all these attributes, then yes, he has the soft skill which he requires to sustain in life. Мы уже подробно говорили о важном моменте, как навыки межличностного общения. Если учитель может воспитать в ребенке адекватное отношение, когда он не убивает в нем надежду, когда он развивает в нем веру в себя, когда его самооценка адекватна ситуации, значит все в порядке, значит ребенок развивается в нужном направлении. And this is the last slide before the first half, and then we have a small coffee break. Now, performing at the university. Yes, getting admission into the universities was not impossible even when the school do not have international accreditation. Getting admission with Kyrgyz attestatsiya and knowing some English is possible if they have good score in IELTS or SAT or exams. But then the question is, are these children who get admission in these universities are able to sustain education in these international universities? They are able to complete the education for 5 years with confidence and are able to deliver as students. Again, this is what we need to look for. We need to look for how many children actually finish the university and not only who get admitted to where. И важный пункт, перед тем, как мы можем прерваться на кофе, то, на что вы должны обратить внимание, то, что вы можете спросить и должны спросить. Да, школа – это платформа начальная, которая готовит личность, которая развивает личность, которая готовит ребенка к поступлению в вуз. Да, и это всегда было возможной задачей, это не было ничего невозможного поступить даже с дипломом кыргызского образца, аттестатом зрелости кыргызского образца в вуз. И да, возможно, дети учились, но нужно уточнить у школы, сколько выпускников успешно закончили университет, потому что мало поступить. Нужно еще успешно учиться, а для успешной учебы знания, которые дает школа, должны быть в достаточной степени соответствовать программе международных вузов, программе вузов за границей. Поэтому уточните, сколько выпускников и в какие вузы они поступили, и закончили ли они. Или просто после первого полугодия они сказали, нет, это не для меня, и они вынуждены были уйти, потому что знания не соответствовали требованиям. I think we can all go for coffee break. И, пожалуйста, вы можете прерваться на кофе, вам уже накрыли столы, и, возможно, у вас есть вопросы. I would say one by one, and please, because it's very important that we keep social distancing. It's still not good, not conducive for any one of us to go in a group. Please, we can help yourself with coffee and. Да, и с учетом всех необходимых мер безопасности, которые все-таки вы должны соблюдать, потому что эпидемиологическая обстановка не такая еще радужная. Поэтому, пожалуйста, есть у вас буквально 20 минут выпить кофе или задать вопросы, как вам будет. I have been working in Bishkek at an international school for 7.5 years now, and this year I have taken an administrative position, and I would like to share. I will elaborate on some of the things that Ms. Shelley talked about,
and also present some of my own experiences about the importance of different things at school. Добро пожаловать еще раз. Меня зовут Пола Роденхаузен. Я работаю в международных школах, в международной школе уже 8 лет. И вот в этом году я приняла на себя функции координатора старшей школы или завуча старшей школы. So these are some of the things I'm going to talk about or elaborate on. So I think a really important thing to talk about is the level of English proficiency, both of the student and of the school, pedagogical approaches at the school, the rapport and relationships at the school, exam results, and also preparation for university, and finally the resources and technology that students have available to them at the international school. Организация учебного процесса в старшей школе она состоит из множества факторов. Конечно, самое важное – это владение английским языком, также использование современных технологий. И вот такое интересное слово я увидела здесь, это некорректный перевод, rapport. Это взаимодействие, связь, контакт между учителем и учеником, что тоже немаловажно. И то, какие ресурсы имеет учитель, какие ресурсы он использует, какие программы, по каким учебникам он работает. So first, for a lot of parents and a lot of students, English is really important, right? They want to study abroad, they want to learn English, they want to do whatever jobs they want to do, and English is now the lingua franca, right, in the entire world. So the first thing in my experience that as a parent you should think about is, first, what level of English will my student need, but also what level of English do they have right now? Because their current level of English might mean they'll have difficulties in certain schools. Владение английским языком – важный момент и важный аспект. С точки зрения родителей, на что нужно обратить внимание? На каком уровне мой ребенок владеет английским языком и какой уровень нужен для школы? Потому что если разница большая, в некоторых школах у ребенка будут большие сложности с процессом обучения, будет очень сложно усваивать материал. And so if your student does have issues with English, but you want them to learn English, then you should find out, does this school have programs to help the student catch up? Or will they just be thrown into the water and they have to either sink or swim? Если вы видите, что определенные проблемы существуют, вам нужно узнать у школы, будет ли поддержка и помощь ребенку в обучении английским языком. Либо они просто берут и отправляют в так называемое свободное плавание, и ребенок уже как выплывет, так и выплывет, уже на совести родителей, будут ли у них репетиторы, или будут он заниматься дома, или с кем-то еще. Right. And so one thing you should look at is teacher demographics, right? If you do want your child to speak English at a close to native or native level, then it's important for the school to have native English speakers, or at least international teachers who have that background of education. But if you just want them to have an acceptable level of English, then it's not necessarily important, right? But it really depends on what you want and what your child wants in their future. Определенный момент, на который нужно обратить внимание. Если вы хотите, чтобы ребенок свободно владел английским языком на абсолютно высоком уровне, вам нужно убедиться, что преподаватели будут носители языка, либо преподаватели с международным уровнем образования, которые не передадут свой акцент ребенку. Если же вы хотите, чтобы язык просто у него был, возможно, он присутствовал, возможно, он будет им пользоваться, но не обязательно это будет главнейшим фактором его обучения, тогда вполне вероятно, что учителя могут уже быть и местные, и других стран. And the reason I bring that up is because if your child does want to study abroad, especially in America, in Canada, in Australia, in a native English-speaking country, they will need to be able to know academic English, not just be able to speak English, to understand, they must have that academic level of English. And as Ms. Shelley was explaining earlier, we've seen many students, they graduate, they think they have an okay level of English, we ask them, where do you want to study? MIT, Harvard, and things. Their English is not good enough to go there, right? There has to be that academic level of English. Если ваша цель отправить ребенка на учебу за границу в англоязычную страну, вам нужно быть уверенными, что ребенок будет владеть академическим языком, то есть он будет понимать терминологию, он будет говорить
на языке, который он услышит в университете, ему все будет понятно. Потому что если вы настроены поступать в университеты с громкими именами, будьте, пожалуйста, уверены в своем учителе, что он научит вас тому языку, то есть это будет не просто разговорный язык с хорошим акцентом. Дело сейчас даже не в акценте и не в самом языке, а в том, насколько ребенок владеет терминологией и имеет знания академические, языковые. So next, the pedagogy, right? How the teachers and how the curriculum, how the school teaches your child. And there's a few things there. One, as Michelle was explaining, what curriculum does the school follow, right? Does it follow one of those internationally accredited curriculums? Do they do their own curriculum? Is it the Kyrgyz curriculum, the British curriculum? What exactly or how exactly are the teachers and how is the school teaching your child? Учебная программа. Как мы уже говорили, учебная программа зависит от аккредитации школы. Если школа аккредитована британским, например, университетом, то, соответственно, учебная программа будет выстроена по британским стандартам. И вы должны знать, по какой программе будет проходить обучение. И соответствует ли эта программа тому, что на самом деле учат. Это сейчас очень легко проверить. Вы можете просто сравнить то, что дается, например, в поисковике, и то, что на самом деле, какие предметы предлагает школа. Then you're also looking at, does the school have experienced teachers, right? How long have these teachers been teaching? Is everybody new, right? Do these teachers have 10, 15 years of experience, right? What's their background? As well as what methodology do they use, right? Do they teach according to the traditional, Soviet style, teacher gives information, student repeats information, or do they use things like lots of group work and new innovative styles, right? More modern styles. For some students, maybe the Soviet style is the best for them. But for others, in my experience, students need more modern approaches, at least with today's children. И не стесняйтесь спросить об опыте преподавателя. Есть ли у него опыт преподавания с детьми, может быть 10 лет, может быть 15 лет, и какой методологии, какого метода он придерживается в обучении. Вот Пол говорит, что некоторые придерживаются сугубо советского подхода, когда знания даются ученику и уже не вот этой обратной связи нет, когда непонятно, усвоил ребенок или нет. Хотя кому-то такой принцип обучения вполне подходит и вполне дает свои результаты. Но зачастую все-таки большинству требуется немного другой подход, более современный, более адаптированный, комбинированный, сложный. Поэтому уточните опыт и какой метод используется. So rapport, оказывается, неправильно перевод. Sorry. So in terms of rapport and relationships, right? This is to me one of the most important things. And it's not something that you'll be able to easily see, but if you visit the school and you see how the teachers interact with the students, if you see how the students feel about their teachers, right? Many times I've had students graduate and they come to me and they tell me, Mr. Paul, I learned so much from you. Maybe not in the classroom, but as a person, I learned so much from you, and that's because of the relationship that I tried to create with my students. Один из самых важных моментов – отношения между учеником и учителем. Это не то, что вы сразу увидите, но это то, что вы, несомненно, почувствуете. Приходите в школу, вы посмотрите, как у учителя налажен контакт. Это видно практически сразу. И такие отношения, они зачастую учат многому и воспитывают намного лучше, чем просто присутствие на уроках и когда ты просто слушаешь учителя. И многие выпускники приходили потом уже, спустя некоторое время после окончания школы, говорили, что на самом деле мы поняли, мы много узнали именно не в классе, а просто разговаривая, просто общаясь с вами. И через это общение на многие вещи мы смотрели по-другому. And this comes back to those soft skills that Ms. Shelley was talking about, right? Not everything that students learn at school is from the textbook, right? We're also teaching them how to become people. And so if the school has maybe very professional teachers, but they don't worry about creating relationships with the students, then again, for some students, that's fine. Some students don't care about that. They just want to work. But for others, they're going to lose something because they're not getting that personal connection. И навыки межличностного общения. Еще раз мы повторяем, что школа – это не только учебники и учитель, который строго говорит, что нужно сделать к следующему уроку. Это прежде всего воспитание личности и чтобы ребенок научился, как владеть этим языком общения межкультурного и межличностного. Поэтому на такие моменты очень нужно обращать внимание, и учитель в этом случае пример. Он тот образец, которому ребенок будет следовать. And
the last thing on this topic would be, if you do visit and you look at how the teachers and students interact with each other, a rapport does not and relationship, it doesn't mean that everything they do is very happy and that everything's always fun, right? The idea of discipline is also part of that, right? That the teacher shows the authority, that the line between teachers and students is clear, but it's not harsh, right? That the students feel like this person is like a big brother to them, right? And being a big brother doesn't just mean you play games with your brother. It also means you teach them and you correct them when needed. И, соответственно, взаимодействие и связь с учителем. Это не значит, что нарушена вот эта вот иерархия или нарушена граница межличностная. Это не значит, что учитель играет с ребенком и потакает всем его капризам только для того, чтобы ребенок оставался счастливым и комфортно себя чувствовал. Это подразумевает и дисциплину. И не всегда это подразумевает гладкое и комфортное общение. Да, есть моменты разные повороты, моменты. Как Пол говорит, это как быть большим братом. Это не значит, что будешь играть своим младшим братом. Это значит, что ты будешь и воспитывать, и подавать пример, и поддерживать все-таки дружелюбные отношения к ученику. Now, in terms of focusing on exam results and also the preparation for university, depending on what you want and what your children want, this can be very important, but also will be very different depending on the school, right? Your needs might be different, right? One person's needs compared to somebody else could be completely different. And these are some of the programs that Ms. Shelley talked about before, right? IGCSE and A-levels, APIB, the Kyrgyz Attestat, SAT, ORT, IELTS, right? Lots of abbreviations, right? But your task is to figure out which ones are actually needed for you. И то, что касается непосредственно подготовки к поступлению в вузы. Вы здесь можете запутаться в разных аббревиатурах, в разных названиях и в разных требованиях. Здесь ваша задача разобраться, что именно вам необходимо для поступления в этот конкретный вуз, какие экзамены и какие бумаги вам нужно подготовить непосредственно для поступления в это высшее учебное заведение. Может быть, это будет 3 или несколько. Поэтому среди всех аббревиатур, среди всех возможных экзаменов, это аттестат о неполном школьном образовании, аттестат о полном школьном образовании, AP, IB, про которых мы говорили, и местная аттестация, и такие экзамены, подтверждающие ваш уровень языка и владение математикой, как IELTS и SAT. Вам нужно выбрать из всего этого только то, что на самом деле необходимо в вашем конкретном случае. Right? And so, like for example, APIB, that would be probably the best that your student would be able to do, especially at AP, so they have college credit. But those are much more expensive. A school that gives AP or IB will be much more expensive. And what if you or your child, they just want to study here? If they just want to stay in Kyrgyzstan and study at a Kyrgyz university, there's no need for doing AP or IB. Why waste that extra money if all they need is a school that gives them the Kyrgyz accreditation? On the other hand, if you do want your child to study in America or in Canada, then you do want to look for these. You do want high SAT and IELTS courses. You do want those things. So you need to determine, do I need this or not? Например, вам предлагают экзамены AP, IB, мы о них уже упоминали в первой части семинара. Да, они очень востребованы, они очень круты, но они будут еще и самые дорогие из всех предложенных. И очень будут тяжелые по программе, и нужно спросить, вообще нужны ли мне, может быть, моя цель вообще местный университет или университет где-то в Европе. Для этого они совсем не нужны. Другой вариант, если вы планируете поступать в Канаду или Америку, тогда для вас, несомненно, это вот первая строчка списка, это экзамены Кембриджа, сертификация Кембриджа, плюс еще могут попросить сертификат IELTS. And then on top of that, especially for international universities, it's important to know that the school you're looking at and the school that you're sending your child to has some kind of structure in place to help your children apply. Because if somebody only studied in Kyrgyzstan, they won't know what needs to be done to apply to an American university or apply to a Canadian university, right? So if you do want them to go abroad, it's important to have some kind of support to guide them, right, in those applications, because it can be very difficult even for Americans and Canadians, right? So imagine how difficult it'll be for children here.
важный момент, когда вы выбираете школу, убедитесь, что есть специальная поддержка, есть специальный человек в штате, тот человек, который занимается подготовкой к поступлению бумаг, именно вот сам вот этот вот процесс бумажный, бюрократический, тот человек, который будет помогать с выбором университета, работая непосредственно с ребенком, помогая написать эссе, это человек должен быть в штате, потому что без подготовки фактически невозможно поступить нормально, потому что сама подготовка начинается за 5 лет до самого поступления. И это очень важный момент. Возможно ли такое в данной школе? Школа помогает со всем процессом поступления, или школа все пускает на самотек? And the last thing that I wanted to talk about is the resources that a school has available to it. Right? I think just personally, I think it's very important to make sure that a school has a full library, right? That the students have the ability to find additional materials, to build that English if they want to on their own, because you can only learn so much in the classroom. And as well as a functional ICT lab. Today, education, as everybody knows, is very much digital. And I see every day students who don't know how to effectively use technology. They use their phones all day, they know how to play games and look and use things, but they don't know how to actually use Google. They don't know how to actually create documents or format documents, which are skills they will need in university and in life. И обратите внимание, пожалуйста, на те условия, которые создает школа для обучения. Прежде всего, должна быть богатая библиотека. Она может быть привычная нам, не оцифрованная, либо это возможности для цифровой библиотеки, потому что сейчас очень много ресурсов у школы они могут быть, и, соответственно, компьютерная лаборатория, которая обеспечивает должные знания по владению технологиями, потому что если дети умеют что-то делать с телефоном, умеют играть с телефоном, умеют пользоваться какими-то элементарными программами, это не значит, что они смогут создать документ, смогут разобраться в новых программах. То есть зачастую, как мистер Пол говорит, зачастую они понятия не имеют, как работать с компьютерными программами, как адекватно использовать технологии современные сейчас, когда образование вольно или невольно перешло в цифровую сферу. Нравится нам это, к сожалению, или не нравится? And then finally, any other additional facilities that you or your child think might be needed. If you do have a child who is very focused on sports, then it's important to make sure that this school does have a sports hall, does have a football field, right? If your child isn't interested in sports, then that's not important. But if you do have somebody who wants to be a footballer or something like that, then those will be really important facilities for them to have, as well as any other sorts of rooms for, you know, like watching films or something like that, other facilities that might be needed for your child. И, соответственно, какие школа может создать условия для ребенка? Если, например, интересуется ваш ребенок спортом, хочет заниматься, убедитесь, что у школы есть все возможности, что спортзал не маленький, что есть игровая площадка, что есть квалифицированный персонал. Если к спорту он равнодушен, это не проблема, значит, это не должно быть решающим критерием, значит, есть какие-то другие возможности. То есть, исходя из личных особенностей ребенка, из того, что он любит, что он хочет, что ему будет интересно делать в школе, потому что он должен развиваться, обратите внимание, есть ли это. И на самом деле, может быть, они предлагают то, что вам не нужно, а то, что нужно, вам как раз и не хватает. And then, so now I will invite Ms. Eileen to speak about middle school. Thank you, Mr. И разрешите представить Айлин Дакумас, это координатор средней школы, это среднее звено школы. Good afternoon, everyone. I'm Ailida Pumos, an international educator and experienced mathematics teacher in international school for 15 years. I have been in the administration position and I have experience in STEM education for international school settings. У мисс Алин есть богатый опыт работы в школе, 20 лет и 15 лет в административном составе школы, при том, что она является математиком, она преподает математику. И хотела бы рассказать вам о таком направлении в обучении, как STEM. Очень известное слово, вы можете, может быть, его встречали, видели, и о нем хотим и подробнее рассказать. Это новая методология, новая методика обучения. I have experienced that if the school doesn't have the accredited curriculum, such as the STEM education, such as Cambridge, AB, and IP,
the school doesn't know what they're doing. They don't have any goal when it comes to learning outcomes. And the teacher tends to do just a little bit of this and a little bit of that because they don't have a system. And STEM education also provides the students deep tracks to their career in the future, like if they want to be an engineer, a doctor, or any career. Сейчас современные методологии обучения, которые также, по которым работает и Кембридж, и IB, и AP, они предлагают изучать науки, как точные, так и формальные, как и естественно-техническое направление, одним кластером, одним комплексом. То есть они объединяют, и эти предметы ребенок изучает не по отдельности, когда учитель должен давать кусочками что-то, а эти предметы изучаются во взаимодействии, то есть во взаимосвязи. И зачастую связывают 4 предмета. Это технологию, естествознание, математику и инженерное дело, основы, получается, физики и механики. И такая интеграция, она предполагает, что учитель работает над 4 предметами одновременно, и ребенок видит их во взаимосвязи. И таким образом он легче усваивает и легче понимает связь, и в процессе обучения ему становится легче понять уже дальше, когда он в старшей школе, когда идет уже распределение на разные предметы, ему легче ими оперировать. И вот это новая методология именно для средней школы. Особенно это касается математики. То есть это не голые формулы, а ребенок вынужден их применять на практике. When I first came here in Kyrgyzstan, it was 2006, so 15 years ago. There is no school, not even one school, that provides STEM education. And I can compare the young learners before and the young learners now. Before, without the STEM education, when you ask the young learner or the students, what do you want to be when you grow up, or what do you want to be in the future? Quickly they will say that, I want to become a doctor because I want to take care of my parents. Or, I want to become like my dad, an engineer or a businessman. And sometimes they will say, because they love their teacher, I want to become a teacher because I want to be like Miss Kat, I want to be like Miss Kelly. So, but now, the young learners now, they know what they want because they already envision what they want in life. They already have the perspective of what career they would like to take. Because of the foundation of the school, because of the STEM education that they're having, they know that they are good in science, so they want to take a medical course, or maybe they are good in math, so they will take business. So they already have the vision and they already have the perspective of what career they would be in the future, not because they idolize someone else. Такой интересный момент. Хотя вот эта методология, она достаточно уже такая апробированная по всему миру, потому что когда в 2006 году мисс Алин приехала сюда, уже эта методология была, методика была. И тогда среднее звено школы, когда их спрашивали о карьере, о том, какую сферу деятельности вы хотели выбрать, ответы были туманные. Ну вот красивая у меня учительница, хочу быть учителем. Вот там папа доктор, врач, хочу быть врачом. А именно вот такой подход кластерный к обучению, когда предметы изучаются во взаимодействии, когда они взаимосвязаны, он помогает облегчить выбор будущей профессии. И таким образом уже к старшей школе, когда они должны будут выбрать узкую направленность, узкую специализацию, они подходят подготовленными, потому что у них есть представление о разных сферах, о разных науках, о разных областях знаний. During my first year here in Kyrgyzstan, I saw that most of the students here are really good in mathematics, in calculation system. Most of them are mental calculators. But they don't know some of the terminologies. They don't have any clue or any idea how to use medical terms in their life. If you ask them a question, like a word problem that requires analysis, or sometimes if you ask them how to estimate the area of this room or the perimeter of the hall, they don't have any clue because they don't have the mathematical experience or they don't know how to use this in their daily life. И вот с чем сталкиваются дети в средней школе, когда они приходят зачастую с обычных школ, с обычной методикой обучения.
Математические знания сами по себе хорошие. Даже некоторые дети, как это сейчас модно, занимаются ментальной арифметикой, способны вычислять в уме. Но когда дело доходит до практического применения, дети теряются. Поэтому вот это один из тех вызовов, когда ребенок может потеряться. Вроде и знания хорошие, а когда дело доходит до реальных заданий, и особенно еще терминологии, все-таки то, что терминология разная, это тоже влияет. Поэтому рекомендовано все это изучать в комплексе. Like, there are parents' complaints, like for example, they will say that my child doesn't know mathematics. He cannot add or minus without the use of calculators when it comes to big numbers. They can't do this mentally. Again, I have to make them understand that math is not about just doing addition or subtraction or doing it mentally. Using calculator is fine, because once they have the basic skills in arithmetic in their primary years, it is okay that they will use calculator. Actually, it is being taught now in grade 7, in grade 6, even in grade 5. They are being taught how to use this, how to use the square root or the scientific calculators. Такой момент. Это именно касается средней школы. Очень часто родители говорят, мой ребенок вообще ничего не знает про математику, не умеет пользоваться, он всегда пользуется калькулятором. И вот именно в средней школе не нужно фокусировать свое внимание на использовании калькулятора, не использовании. Там уже идет применение специальных формул, специальных знаний, и уже суть не в том, чтобы научиться вычитанию или умножению. Это задача младшей школы. В младшей школе, да, рекомендовано не использовать, чтобы ребенок привык, чтобы у него выработался навык. А вот уже начиная со средней школы, это уже не преступление, вполне можно позволить, и сейчас это международным стандартом разрешено. Главное, чтобы было практическое применение, чтобы вычитание или умножение не было самоцелью. Это сейчас не математика. Математика сейчас идет в комплексе с другими предметами. So it doesn't mean that the child doesn't know math. Math is all about the implementation of mathematical skills in different life. You can use this in planning project or implementing science work, working towards finances and economics, and even using formulas to create programs that we are using now in our technologies. То есть математика – это не самоцель, это не отдельный предмет, а математика – инструмент, помогающий при работе с другими знаниями. Это может быть и финансы, экономика, и медицина, и физика, и химия. То есть математика – такой же инструмент, как и язык. Поэтому он должен уже, ребенок, привыкать использовать не как отдельные знания, ненужные, которые забываются, ветриваются, а именно как инструмент. So now the kids they know now how to estimate, they know how to implement mathematical operations in their daily lives. They can make guesses, and they can even now answer a word problem with analysis. I've been here for many years, and I've talked to other school and other teachers. Mathematics approach is to school and to students is one of the big problems. But now the focus has changed. The view is changed because people do it in a better, realistic approach. Таким образом, когда дело касается точных наук, обратите внимание, как они изучаются. Изучаются ли не по отдельности, заявлена ли математика как отдельное звено. Либо вам говорят, нет, оказывается, мы изучаем, у нас новый подход, мы изучаем по методологии STEM, то есть мы объединяем предметы, и у нас предметы не изолированы, а дети умеют применять знания в смежных областях. И думаю, что это будет и полезно и вам, вы можете даже посмотреть, это очень сейчас популярное направление. So this is what Cambridge and international curriculum provides us. It opens the minds to practical implementation of mathematics skills instead. There are a lot of private schools here. They are teaching English, or they have math and science that they use English as their means of instruction. But they don't have a goal. They don't have the learning outcome because they don't have the STEM support, which is provided completely by the international curriculum such as Cambridge, AP, and IB. То есть в соответствии с стандартами международных учебных программ
предметы должны изучаться в комплексе, они должны быть интегрированы. Если такого нет, значит программа немного искажена, и самоучебное заведение работает немного в другой струе. The new system of education with the right implementation, with the right curriculum and the right international approach, the children have changed. And I have seen this in our school, in my class, and even in other schools. It has been an evident change in the outlook of young learners because of the strong emphasis of STEM education. И мисс Алина еще раз очень хвалит такой подход к обучению, потому что он дает явный результат. Она видит по своему классу, потому что все-таки это не изоляция ребенка, а ребенок вовлечен в сам учебный процесс. I have seen an outstanding change of STEM in our local students. The international curriculum does not tell us how to teach, but they tell us what to teach. And they need a good balance between the international curriculum and the local adaptation of the subject based on the cross-country connection. И как мы уже говорили, когда вы получаете аккредитацию, это не значит, что к вам приходят и учат, как вы должны учить. Нет, вы должны все-таки учитывать и реалии, и требования страны, в которой вы находитесь. И каждая школа здесь, она все-таки учитывает требования Министерства образования Кыргызской Республики. Поэтому это еще такая методология, которая позволяет комбинировать и совмещать требования, которые нам предъявляет и иностранное лицо, которое нас аккредитует, и учитывать требования Министерства образования. Hello everyone, again. So this time not as a parent, this time as the operations and VSO officer. This year I don't teach, but when I teach business. And Miss Eileen already mentioned the problem that programs have that are not completely integrated over the time. So I'm going to talk a little bit about the Cambridge syllabus. So the Cambridge syllabus is based on a concept called key stage, and that makes sure that from primary up to upper high school, all the subjects fit into each other and prepare for the next stage. И сейчас Ричард хочет представить вам подробное описание, не подробное, достаточно детальное описание, что из себя представляет учебная программа Кембриджа, чтобы потом вы не пугались аббревиатуры непонятных слов. И в этом году он отвечает за коммуникации и технологии, это непосредственно его сфера. В качестве учителя он преподает бизнес и экономику. И то, что касается учебных программ. Учебная программа Кембриджа, она рассчитана на определенные возрастные группы. Эти возрастные группы распределены на key stage. Это вот очень часто используется это слово, даже зачастую на русский язык оно не переводится. Key stage – это возрастная группа и программа для данной возрастной группы. Если провести параллель, аналогию, то это просто программа определенного класса. Например, программа 1 класса, программа 2 класса, программа 3 класса. Но в данном случае они распределены не по классам, а по возрастным группам. So we already talked about how important it is that at the end of high school, when your children graduate, that what they get as a diploma, as an exit report, is accepted by universities. So for the Cambridge system, these are the IGCSE levels, which you do in 9th and 10th grade. And these are the AS and A levels, the advanced levels, that you do in 11th and 12th grade, which are internationally accepted by universities. И когда мы говорим о программе учебной Кембриджа, мы подразумеваем получение диплома, востребованного диплома, который признается во всех странах. И для программы Кембриджа это 3 диплома. Первый диплом выдается, это аттестат о неполном среднем образовании, IGCSE, это аттестат международного образца, который выдается по окончании 2-годичного курса изучения предметов. По окончании сдаются экзамены и выдается диплом о неполном среднем образовании. Второй диплом выдается после 11 класса. Это уже диплом о полном среднем образовании. И считается самым сложным и самым престижным
Кстати, и после первого диплома, после второго диплома, после первого аттестата второго можно уже поступить в вузы на общих основаниях. Есть вузы, которые принимают. И третий выдается по окончании 12 класса. Это программы IGCSE, неполное среднее образование, программа AS, полное среднее образование, и 12 класс это программа A, тоже диплом о полном среднем образовании. Now, at the end of high school, students already start to specialize and prepare for university. So this is why Cambridge gives us high schools the possibility to create specific branches for the interests of the students. Cambridge provides us with over 80 different subjects and the teaching plans called syllabuses for these subjects. Таким образом, Кембридж предоставляет возможность узкоспециализированного образования для поступления уже в выбранный вуз. Таким образом, в старшей школе ребенок уже должен знать, куда он будет поступать, или хотя бы знать сферу деятельности, которую он выбрал, чтобы начать подготовку именно в этом ключе, не отвлекаясь на другие предметы. И само разнообразие предметов огромно. Их 80. Предлагается разных направлений и специальностей. 80 это очень много. Из них мы сейчас подробно расскажем о тех областях и тех сферах, которые Кембридж обычно рекомендует и которые мы со своей стороны предлагаем вам. So as an example, we for example offer a medical branch. So you cannot expect medicine yet because the students need the foundation first. And Ms. Aline currently talked about the importance of STEM and how it shapes your mindset and your perception of the world. And this is exactly what the medical branch does. So of course we have biology and chemistry because all of these things are important to later at university. Understand what you learn about the human body when you become a doctor. И вот, например, вы пришли в программу IGCSE, которая подразумевает двухгодичное обучение по выбранной специальности. Как мы говорили, предлагается 80 специализаций. И как пример, например, если взять медицинское направление, вот в этом направлении предлагается для изучения 4 предмета. То есть ребенок изучает 4 предмета. И поэтому так важно уже то, что, как говорила мисс Алин, важна база, которая дается в средней школе. База дается при интегрированном обучении. И таким образом ребенок изучает биологию, химию, физику и математику. Только эти предметы он будет сдавать, только по этим предметам будут экзамены. И уже это подтверждает его обучение по медицинскому направлению. So when you look at different schools and different branches, you will see that essentially all of the branches contain mathematics. That's of course the standard because nowadays you cannot study anything without mathematics. We're in a data-driven world. To access the data, to do statistics, to find correlations, that's all math. Even you probably all use Shazam, that is mathematics. И вы можете спросить, зачем медикам и биологам математика? Также благодаря вот этому кластерному объединению наук математика необходима, потому что без математики вы потеряете ключи к статистике, и к анализу данных и прочим моментам. Поэтому математика – это обязательный предмет практически в каждом направлении. So we talked about that every child is different, and has different needs, and this is when we decided to start a new branch that is not available yet, because there are a lot of children that are actually looking to go into modern creative jobs. So at Silk Road next year we are going to offer media studies, design and textiles, and travel and tourism. Не только точные науки предлагаются Кембриджем, можно выбрать, например, творческие специализации. Предлагаются следующие направления. Это масс-медиа, дизайн текстиля, дизайн и текстиль, и путешествие, туристическое дело, туристическое гостиничное дело. То есть уже начиная с 9 класса, 10 класса можно начать подготовку к поступлению в вузы по этим направлениям. So we started offering this because a lot of the new jobs have to do with media, with marketing, and with creation of content for social networks, for TV stations, and this is what media studies is about. Например, почему мы лично выбрали это направление, которое мы откроем в следующем году?
Потому что сейчас возник большой спрос на рынке труда, когда необходимо создавать определенный контент, когда нужен творческий подход и креативные способности, когда очень много вакансий именно в этих областях деятельности. И вот, например, совершенно новое направление дизайн текстиля и масс-медиа, медийное дело. So about design and textiles, we noticed that this is the kind of often neglected but really important economic branch in Kyrgyzstan. So when we looked at our parents, we noticed a lot of them actually own some kind of textile business, but no one is offering something that prepares children to maybe go into the family company. This is why we offered design and textile, which approaches fashion and production of clothes from a very professional perspective. It includes the business aspects, but also design aspects. И вот, например, чем мы руководствовались, когда хотим предложить ученикам выбрать дизайн и текстиль, потому что швейная промышленность развита здесь очень хорошо. Сама страна предполагает большие возможности для развития этой области, легкой промышленности. И зачастую именно эта область, она иногда игнорируется, потому что многие ориентируются на престижные специальности, экономика, юриспруденция и прочее, хотя это очень продуктивная, достаточно развитая и востребованная в будущем специальность. And the last kind of neglected thing is Kyrgyzstan is amazing for tourism, and for the last 20-25 years a lot of organizations have tried to develop tourism. Hotels are like mushrooms. Yeah, we have new hotels all the time. So the whole hospitality industry, gastronomy, is exploding, and we thought, well, this is a good topic. We should offer something for students that are interested to go into that area. Especially now with so many new five-star chain of hotels. Yes. Тоже еще одно направление, которое тоже перспективно, достаточно, это туризм, гостиничное дело. Страна предполагает тоже большие возможности по развитию. Это хорошая возможность для ребенка потом в будущем сделать хорошую карьеру и вернуться сюда уже дипломированным специалистом. So I conclude this and kind of go to the last point and lead over to the next thing, which is primary, and that is multilinguality. Mr. Paul already talked about language proficiency and how important it is to later succeed at universities. I now give you, again, my parent perspective. At the beginning, my children spoke two languages, German and Russian. And they, within a year, acquired English by entering an international school system. И важный фактор, который нужно учитывать при выборе и профессии, и школы, это многоязычие. Так или иначе вы будете вынуждены с этим иметь дело. И пример Ричарда личный. Изначально его дети говорили на двух языках, русский и немецкий. Когда они пришли в международную школу в течение года, они уже овладели достаточно хорошо английским языком. So at the same time, I kind of observed them struggle with Kyrgyz. They are not really adopting it. Но в то же время кыргызский язык вызывает трудности у них. And that made me realize that in English we use modern techniques in teaching the language. And we realized it's important to also update our Russian and Kyrgyz program to the newest level, because otherwise the acceptance of the children is not there anymore. And in the end, they need to be multilingual. They need to have academic level in their mother tongue, and they also need it in English. И вот личный взгляд, это вот личная боль Ричарда, то, что оказывается, сколько мы имеем ресурсов, возможностей, технологий по обучению английскому языку, настолько страдают зачастую родные языки, кыргызский язык, русский язык. Не всегда мы владеем всем инструментарием. Поэтому многоязычие – это реалии сегодняшнего дня. И, скорее всего, нужно уделять больше внимания языкам, чтобы полноценно, равноценно эти были языки инструментом общения. But I also realized, even though students can learn English at a higher age, like say 8th grade,
the easiest it is in primary. My children were both still in primary when I put them in an English language, in our international school system. And they're very playfully, without even realizing, they acquired English playfully. They didn't even realize they are learning English. So, and now I want to hand over the presentation to Ms. Katarzyna. Our primary school coordinator. И тоже личный опыт. Детям тяжело учить после 8 класса, язык усваивается тяжело, просто тяжело, требуется много усилий, много возможностей. А вот в младшей школе, даже через игру, потому что дети были маленькими, когда пришли в школу у Ричарда, поэтому они даже через игру, даже не осознавая то, что они учат, быстро и легко усвоили язык. И на этой ноте мы передаем слово мисс Кейт, это координатор младшей школы, завуч младшей школы. Yes, and she will now tell us how the development of the child is important in primary. Она And how расскажет language skill о нюансах обучения в младшей школе. goes along. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Katarzyna Christoph. Today I wanted to share with you my experience of working in international schools here in Kyrgyzstan, as well as in Mongolia. Меня зовут Катарzyna Christoph, я являюсь координатором младшей школы и хотела бы поделиться своим личным опытом, как это работать с детьми в младшей школе. У меня есть опыт работы здесь у нас в Кыргызстане и в Монголии. So both Mongolia and Kyrgyzstan are a non-English speaking environment. So I think that it's very important that when you already have a general idea on your children's education, that you want them to study abroad in an English speaking environment, that you start as early as possible. Важный фактор. Есть вот по опыту уже пребывания в Монголии, в Кыргызстане, наши страны, они не англоязычные. Английский язык здесь не является главенствующим. Поэтому вам нужно уже четко создавать, что ребенок по окончанию школы поедет учиться за границу. Что то, что вот он выучил здесь за 12 лет, будет востребовано там по месту учебы. То, что он не останется здесь. Чтобы это время было плодотворно, чтобы все те знания, которые накопил, были применены уже, когда он поступает в университет. То есть должно быть четкое осознание, что ребенок будет учиться за рубежом. And as Mr. Richard mentioned, it's easier for children to learn a foreign language in the primary school. There are less subjects taught in a foreign language. It's easier for them to be able to keep up with other students, as well as to master the language. So it's very important that before going to the middle school or to high school, they already have the foundations of the language. И как уже сказал Ричард, всегда в младшей школе проще усваивать язык. Потому что, во-первых, и не так много предметов достаточное число, но они не такие сложные, уделяется много времени на игру, на общение, именно через игру, через общение, через непосредственное взаимодействие язык и усваивается. Так же, как бы усваивался родной язык. То есть они являлись равноценными родной язык и иностранный. So when you start looking for a school for your child, the first thing you should look at is the curriculum. Is it taught fully in English, or does the school offer only some subjects in English? That is very important because, as Ms. Eileen mentioned in her presentation, children need the academic language as well. They need to know they need to know the certain expression in math or in science. Когда выбираете школу для ребенка, он еще маленький, прежде всего посмотрите на учебную программу. Все ли предметы даются на английском языке? Потому что, как уже все спикеры упоминали, главное, чтобы ребенок усвоил язык вместе с терминами, с терминологией, чтобы он владел языком полноценно, чтобы это не был просто разговорный примитивный язык. Second thing that is very important are the skills that your child will learn at the school. There should be a wide program of activities, events that your child can participate in. So I think before deciding on which school you will send your child to, you should make a research on that. И еще один немаловажный момент. Обратите внимание, насколько школа нацелена на полноценное развитие личности. Какие она организует мероприятия, какие проводит для детей занятия,
как построен учебный день, остается ли время на развивающие занятия, потому что прежде всего это наработка необходимых навыков общения и обучения. Definitely, once you already have a number of schools that you would like to consider, you should visit the school. You should ask whether your child can attend one day of classes, just to try and get a general impression of how he or she feels at the school. Например, вы уже посмотрели несколько школ, вы сомневаетесь, попросите школу устроить вам пробный день или пробную неделю, чтобы посмотреть, комфортно ли ребенку, оказывает ли ему внимание, какое у вас личное впечатление от школы. И каждая международная школа может предоставить такую возможность пробного занятия или пробного учебного дня. So nowadays in the primary education we mostly teach in a way that allows students to learn skills, not only the knowledge, but also learn skills that they will be able to use in a real life environment as well as in the middle school. So that is very important that the lessons are stimulating, that they encourage children to, they build their curiosity, and they encourage them to get some extra knowledge on a certain topic. Вот по программе международного обучения, вот как уже Мисселин говорила, для средней школы это STEM, интегрированное обучение, а для младшей школы это наработка навыков обучения. Навыки могут быть разные, и межличностного общения, и обучения, и других специализаций. Но самое главное, это все приходит через наработку, через практику. Поэтому не всегда это просто изучение материала, то есть это не должно быть чистым изучением материала. Всегда должна присутствовать практика. Это называется экспериментальное обучение, но не от слова, что эксперимент, что на ваших детях ставят эксперименты, а то, что он познает что-то, и свои знания он усваивает полноценно только по прошествии какого-то времени, когда он на самом деле может оперировать этими знаниями. То есть знания не просто идут мимо, но прилагается еще практическая сторона. So how we can achieve that in the primary? We can use the language skills during some performances at school, during some events. You should also look whether the schools offer some competitions, or whether they organize some projects, some special events for the students. That is very important, that they don't only gain the knowledge in the classroom, but they also have a chance to build the knowledge outside of the classroom environment. Таким образом, язык усваивается проще через активность. Обратите внимание, предлагает ли школа активную общественную жизнь, как часто проводятся мероприятия, как часто проводятся соревнования, потому что это все не только для того, чтобы повысить самооценку ребенка или укрепить его уверенность в себе, а для того, чтобы у него была возможность практиковать языковые навыки. Это является одной из основных целей. So in the primary we focus not only on building up the knowledge, but also on giving the students opportunity to build their social, emotional and citizenship skills. И, соответственно, воспитание личности – это основная из задач учителей младшей школы, когда они воспитывают не только личность, но еще и гражданина, активного члена общества, то есть эти качества, которые понадобятся и впоследствии. And another very important thing that you should pay attention to will be individual approach at the school. I think once you visit the school, you will get the impression right away whether the school wants to meet your needs, the teachers and the administration wants to listen to what you expect from them or not. И вроде бы набившая всем оскомину фраза «индивидуальный подход». На самом деле в этом очень много. И вы это сразу почувствуете, как только вы придете в школу. Слушают ли вас, слышат ли вас, есть ли обратная связь, обещают ли хотя бы школа, что к вашему ребенку будет оказано внимание, что будут учитываться его интересы. Индивидуальный подход – это очень важно. What kind of support does the school offer? If your child comes to the school as a non-English speaker with a very basic knowledge of language, do they offer you extra lessons? Do they offer the language support group? If your child comes with a
high scores in certain subjects, do they offer extra activities on that subject? Is there an opportunity of participating in international competitions? Индивидуальный подход – это не просто внимание вашему ребенку, это еще и поддержка школы. Если ребенок отстает, если ему трудно, будут ли организованы дополнительные уроки? Если ребенок, наоборот, продвинут по каким-то предметам, будут ли ему даваться дополнительные задания, чтобы дать ему возможность и дальше совершенствоваться, чтобы он не сидел, не скучал в классе? So here the very important is the role of the administration team, as well as the homeroom teachers, the teachers of the primary classes, who should approach you, who should talk to you, ask you about the school that your child attended so far, ask you about your child's character, what subjects they like, what subjects they struggle with. These are all the questions that should be asked when you come to visit a school. И обратите внимание, какие вопросы вам задают два очень важных звена в этой цепочке, это администрация и сам преподаватель. Они должны поинтересоваться, какой склад характера у ребенка, какие есть у него особенности, что он любит, что он не любит, к чему он склонен. Если такие вопросы заданы, значит индивидуальный подход присутствует, и принципы такие будут соблюдены. Of course, as we all imagine, it's easier to have an individual approach to each of your students. When the class is small, when the number of students does not exceed 15, 20 students in each class, then the teacher is really able to focus on each individual child and give them an extra attention. Соответственно, такая возможность только при небольшом числе учащихся в классе, не свыше 15, потому что только тогда возможно осуществить это на самом деле. Если это свыше 15, даже если подход обещается индивидуальный, он не случается, потому что физически это очень тяжело сделать. And I think the last and the most important thing that is when you look for a primary school is the atmosphere that you feel at the school. When you and your child visit the school, what kind of impression do you get? Do you feel welcome there? Do you feel like this is the environment that your child will feel great in at the end of the day? И важный момент, непосредственно ваши ощущения от школы. Когда вы приходите, что вы чувствуете? Какая атмосфера в школе? Дружелюбная, спокойная, натянутая, некомфортная, скучная, веселая. Вы должны слушать тоже себя, довериться своему впечатлению, потому что оно много может вам дать невербальной информации о школе. На самом деле это школа благожелательная, хорошей атмосферой, либо это школа с достаточно с тяжелой атмосферой, которой вашему ребенку явно будет некомфортно. So to summarize, I think the primary school is really, really important when you set long-term educational goals for your child. This is where every child gets the foundations, and the good foundations mean that the student can succeed in the further education. И младшее звено – это одно из важнейших ступеней в построении карьерной лестницы для вашего ребенка, когда вы уже точно знаете, какой карьерный путь он, возможно, выберет, имеется в виду для учебы за рубежом. Это важная ступень, она необходима. Если есть возможность начать обучение международное с младшей ступени, это очень будет впоследствии благоприятно для вашего ребенка. У него будет больше возможностей изучения языка, адаптации и развития себя как личности. I think it's a lot of information for one day, and we have put together the essentials that is required to, checklist for high school, if your child is in high school or primary school. It's in Russian and English, two-sided. I've talked to 3-4 parents who are hunting for their children's schools. 3 mothers are right there in front of me who actually first had a lot of questions. So please, if you want to meet, I will quickly introduce my team. And I would like to say thank you for all my amazing team who have put together a lot of effort to make sure that you get the right information. I'll start with Olga, who's been speaking from last 2 hours consistently. Miss, let me explain. Дорогие гости, на этом информативная часть семинара нашего закончена. Надеюсь, информация была полезна, ее не было слишком много. В этих памятках вы можете увидеть все те пункты, на которые мы хотели бы, чтобы вы обратили внимание при выборе школы. Там есть отдельные разделы для младшей школы, для старшей школы.
И Мишель хотела бы выразить благодарность всем тем, кто пришел, прежде всего, кто поинтересовался, потому что у вас будет возможность задать нам вопросы, и хотела бы поблагодарить Мишель и свою команду, которые присутствуют здесь, которые старались и готовили, и делились своим опытом. Говорит, что я 2 часа говорю. My high school, head of high school, Mr. Paul, and please come here so that everyone can see you. And I will call Miss Eileen, our secondary school coordinator, Miss Kate, our primary school Это coordinator. завучи, соответственно, школы. Yeah, our school doctor, who is very qualified. She's been taking care of my son since he was 7. Школьный врач, которой мы очень гордимся, потому что она с нами уже в течение 20 лет. Мисс Джанил, спасибо вам. School physical education teacher, Mr. Joe. Преподаватель физкультуры. School psychologist, Miss Alina. She has years of experience. Then we have Mr. Mark, who is also an education psychologist and primary school teacher. Miss Kelly, who is the head of social science and English department and has years of experience. I think one of the most popular teacher in our school. Mr. Quinn, who is also our grade 6 homeroom teacher and English teacher. Mr. Philip, our primary teacher, I think the youngest and very popular. Then we have our IT manager, Mr. Farooq. If he's around, he helps in preparing all these information that you're getting today. Our financial director, Mr. Kushtan, who's always there. He collects money man, but he also helps everyone in every sphere. So I'd like to say thank you to our team and all you wonderful parents. I know it's always difficult to sit for 3 hours and hear the same information again and again. But thank you for coming. I hope we were able to help you. And if you have any question, you're welcome to come to our school or address it to any one of us. You can ask questions from each and every one of us. There are many teachers who speak Russian. Mr. Paul speaks fluent Russian. I think Kate speaks some Russian. Miss Kelly speaks some Russian. Mr. Quinn speaks some Russian. So though we have all these international faces, they do speak Russian. If you have any question, please come forward, ask us. If you are able to help you somehow, anyhow, please, I'll be very grateful that it worked. And we'll be giving series of seminars which will help the parents in Kyrgyzstan to realize or to recognize international education in the true sense, essentials of education. Thank you all of you for coming. Help yourself a coffee if you still want another one. Дорогие гости, вы можете также выпить кофе, задать вопросы любому из Richard, нас. I forgot Richard. I am sorry, Mr. Richard. Mr. Richard, who is the spinal cord of this whole presentation. Задать вопросы любому из нас, мы будем рады помочь вам. Надеюсь, что это было вам полезно, потому что мы планируем серию семинаров. Те семинары, которые помогут вам понять, что является сутью международного образования. Возможно, у вас есть те моменты, которые стали яснее, возможно, у вас возникли вопросы. Мы, наша команда, мы всегда рады помочь вам, видеть вас можем в нашей школе, либо сейчас мы можем ответить на любые ваши вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо.